Цой великий рок-музыкант. Но откуда тогда грехи в одной из самых величайших песен? От незнания? А может, от очарованности киноиндустрии? От чего? Попробуем разобраться. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Даже не фанатея от группы кино, те, чье детство прошло во дворах постсоветского пространства, без труда подхватит припев популярной песни группа Крови. Заглавная строчка этой замечательной песни и сегодня вызывает споры. Неужели Цой не знал, что шеврон с группой Крови не нашивался на рукав? Попробуем разобраться. Хит замедленного действия. Впервые песня группа Крови была исполнена 3 июня 1987 года на 5-м фестивале Ленинградского рок-клуба. Публика приняла ее без особого энтузиазма, и только после выхода культового фильма Рашида Нугманова «Игла», в котором Цой исполнил одну из главных ролей, использованная в качестве саундтрека группа Крови просто выстрелила. Почти сразу слушатели начали спорить о смысле песни. По одной из версий, она посвящена афганской войне с участием советских войск, и если до перестройки тема была фактически табуирована, то после все ее ужасы благодаря гласности выплыли на свет Божий. По официальным данным, потери со стороны СССР составили 15 тысяч человек. Информация была опубликована в «Правде» в 1989 году. И это не считая тех, кто вернулся инвалидом или не пришел домой вовсе, попав в душманский плен. И песни Цоя, впрочем, как и все его творчество, резкое, бунтарское, марширующее, вдохновляющее, оказались ко времени. Звучали и более экзотические версии. Например, что песня была написана под впечатлением от просмотра «Звездных войн», который Цой вполне мог посмотреть после падения железного занавеса на пиратском диске в видеотеке или на домашнем видеомагнитофоне. В пользу этой слабой, на наш взгляд, версии выступает лишь одна строчка, в которой говорится про звездную пыль на сапогах. Но те, кто не слишком любил отыскивать политическую подоплеку и не склонен был принимать чрезмерно надуманные версии, однозначно уверяли, что песня о вечном, о любви. Ошибочка вышла. Дотошные фанаты обратили внимание на две главные неточности. Во-первых, нашивку с группой Крови никогда не размещали на рукаве. Более того, во времена Цоя ее на советско-российской форме и вовсе не было, а появился шеврон на груди, поближе к сердцу, вместе с введением нашивки с фамилией и инициалами в 2011 году. Если учитывать, что открытие групп Крови выпало на начало прошлого века, заслуга принадлежит венскому бактериологу Карлу Ландштейнеру, то об определении группы Крови до этого времени речь вовсе не шла. И даже после 1900 года в русской армии использовали нагрудные жетоны с группой Крови, а в армиях других государств ценную информацию о группе Крови наносили либо на жетон, либо прямо на кожу, как, допустим, солдатам Третьего Рейха. Никогда не указывали группу Крови на руке из соображений практичности. Вместе с оторванной конечностью утрачивалась и ценная информация, которая спасала жизнь при большой кровопотере и бессознательном состоянии раненого. Второй неточностью стал ненажатый вовремя курок, который по правилам можно либо взвести, либо спустить, но не нажать. Нажимают на спусковой крючок, который находится на огнестрельном оружии внизу. То есть перед выстрелом солдат взводит курок, натягивая спусковую пружину, а затем нажимает на крючок, который освобождает пружину, при этом курок ударяет по капсуле патрона или ударнику. Вряд ли Цой не знал о простейшем механизме работы стрелкового оружия, а допущенную неточность вполне могут объяснить стереотипы, и сегодня в фильмах часто можно слышать что-то вроде «отпусти заложника» или «я нажму на курок». Крючок, курок, невелика разница. Ошибку можно объяснить и требованиями по этике, не спущенный вовремя курок просто не умещался в размерный ряд. Не виноват и я. Ни одну из версий сам Цой официально не подтвердил и не опроверг. В общем-то, как настоящий художник-поэт он оставлял это право зрителю-слушателю. Так что доподлинно неизвестно, что же хотел сказать Цой. Экс-участник аквариума Сева Гакель в одном из интервью рассказывал, что фразу про группу Крови он использовал в частном разговоре с Виктором, и предполагал, что именно после него лидер кино решил ее взять в песню. Но вряд ли Цой не знал, что нашивку с группой Крови не размещали на рукаве. Почему же он решил, что ей там самое место? Пытался заинтриговать. Вызвать споры. Эпатировал. Скорее, высказался иносказательно, если принять версию о том, что песня не о войне, а о любви. Тогда группа Крови и порядковый номер – это принадлежность к конкретному роду, поколению, а рукав – родовое древо. Получается, что песни группа Крови о расставании двух людей, где бой – это новые отношения, в которых оставленная женщина должна покидающему ее мужчине пожелать удачи.
Существует и версия о том, что Цой пел о боевой юности, именно рукавом стирают кровь из разбитого носа или с разорванной губы. И бой, очередная драка, в которой приходится доказывать, на улице выживает сильнейший. И тогда строчка «Я хотел бы остаться с тобой» обращена не к возлюбленной, а к матери, встревоженной поведением сына. Впрочем, неблагодарное это занятие, пытаться истолковать, что же хотел сказать автор. У каждого будет своя правда, свое видение. В этом и есть суть культовых песен, гениальных романов и легендарных полотен. Вспомним лишь слова журналиста Александра Житинского. Группа «Крови» — одна из лучших песен со слепительным по мелодической красоте и поэтической свободе припевом. И это утверждение автора серии книг о легендах русского рока бесспорно. Цой же останется в наших сердцах навсегда, как один из самых талантливых рок-музыкантов. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!